Вы предприниматели из Гонконга средней руки. 5-6 миллионов долларов, светлый офис, в пентхаусе, так сказать, двойные стекла и все такое. И что? Чем вам украсить стену, как не эти? Это должно висеть в центре. И когда люди к вам приходят на все эти дурацкие совещания, которые теперь называются английскими словами, ну как бы им так ненавязчиво говоришь, да, это, кстати, песок из пустыни Сахара. Друзья, с вами Арпатруль. Мы идем по Староконюшному переулку. На дворе первый месяц зимы. И мы идем, конечно же, в мою самую любимую галерею. Галерею моей семьи, Амельченко Gallery. Идем мы туда потому, что в этом году мы сделали очень важный проект. Важный проект, я думаю, в целом для искусства и для культуры России. Посвящен 90-летию Татьяны Владимировны Толстой, родственницы великого русского писателя Льва Николаевича Толстого. Но на этой выставке вы увидите двух Толстых. Татьяну Владимировну Толстую, которая, к сожалению, уже ушла из жизни в 2005 году, и ее дочь, праправнучку Льва Николаевича Толстого, Наталью Олеговну Толстую, художницу, прекрасного живописца. И мы увидим, как мать и дочь в нашем пространстве совместили свое искусство. Впервые они выставляются вместе. Пойдемте в галерею, Наталья Толстая нас уже ждет внутри. Давайте вместе прикоснемся к истории. Наталья Олеговна, здравствуйте. Добрый день. Очень рад вас видеть. Я тоже. Я уверен, что нас сегодня ждет с вами очень интересное путешествие в вашу жизнь, в жизнь вашей мамы, как художников, и, наверное, может быть, даже немножко дальше в жизнь вашей родословной великой. Да, буду рада. Я думаю, что это будет очень интересно нам и нашему зрителю. Выставка называется «1+1. Да. Диалог». Вы родились в семье художников, Да, правильно? Вот об этом немножко рассказать. Да, отца живописца Да. и мамы графика. Да, поскольку родилась действительно в семье художников, и уже было решение, у меня созрело с 3 лет, что я тоже буду художником, и ничего больше. Без вариантов. Без вариантов, да. Я понял. Вот, с 5 лет я уже сказала, что я буду учиться в художественной школе обязательно. И такой был мотив, что я хочу учиться рисовать человека. Вот. Ну и дальше как-то все очень гармонично развивалось. Вот. Папа мой живописец, он учился первые годы обучения, провел в Сербии, потому что семья моего отца – это семья иммигрантов, вернувшихся в Россию в 1945 году. Когда отец вернулся, ему было 18 лет, он успел в Сербии учиться немного у священника и писал иконы. С вашим, получается, дедом, правильно? С его Да, отцом. он вернулся с моим дедушкой и со своим братом. И мой дедушка Владимир Ильич Толстой, он внук Льва Николаевича Толстого. В 18 году пришлось ему эмигрировать, потому что он был молодой офицер. Понятно, да. Революция И ударила, и все. семья, к сожалению, по всему миру разъехалась. Он оказался в Сербии, там прожил до 1945 года, женившись там на русской. И вот там родились мой папа и мой дядя. Когда вернулась семья сюда после 1945 года, То есть после Второй мировой войны сразу возвращается семья. по разрешению Сталина семье разрешили вернуться, поскольку личному, конечно, мой да? дедушка участвовал в сопротивлении, югославском сопротивлении. Против фашистов. Да. И, в общем, за эти заслуги семье разрешили вернуться. Вот так началась история уже 1945 года в России. Вот страна. То есть моя семья потеряла дважды. Вот когда дедушка уехал, он уехал без всего. И когда он вернулся, хотя ни с чем. не вернулся ни с чем, хотя там он стал достаточно богатым человеком, проработав как агроном многие годы, и у него был и там дом, и поля, и кони, и так далее.
все пришлось бросить опять второй раз, и вот семья вернулась, оказался уже тут. А это вот возвращение, вам, Да. наверное, рассказывали, и отец, и дед, было связано именно вот с тем, что родина... Хотелось что вернуться, да, на на в родину, первую именно очередь. вот Несмотря на это то, что там желание всё складывалось дедушки, да, хорошо. да, там все было отлично. Ну вот дедушкино желание, оно как-то вот так воплотилось, и никто об этом никогда не жалел, хотя тут жили очень скромно, очень, после приезда. Ага. И получается, семья возвращается после Второй мировой войны, и ваш отец... 18 лет, Да, да, правнук Толстого. Да, правнук Толстого решает уйти, стать художником. Стать художником. Уже в России. Да, ему пришлось поступить в художественную школу, в среднюю художественную школу, хотя ему было 18 лет. И 2 года он там проучился, ему пришлось заново учить, как писать по-русски, потому что они писали с ятями в Сербии. Их учили по старинке, как в царское время. Да. И заново учить историю, потому что там была тоже история царей и совершенно другая трактовка истории. Ему, в общем, пришлось заново переучиваться. Ну, а потом он поступил в институт и закончил Суриковский институт в 1955 году. И именно в Суриковском институте ваш отец знакомится Там с они вашей мамой познакомились. Татьяной Владимировной Да, Толстой, да, правильно? да. Видите, Суриковский институт искусства сводит людей, понимаете? Вот, а мама закончила на год раньше. И хотя научилась там на отделении живописи, она как-то тяготела все-таки к графике. Тем не менее, и уже самостоятельно стала заниматься графикой, и в основном она работала в сфере оформления книг. В сфере оформления Да. книг. Хорошо, если мы плавно перешли к Татьяне Да, Владимировне, давайте. вашей маме, давайте немножко поговорим о графике. Во-первых, сразу, вот впервые вы с вашей мамой выставляетесь, вот ну вот уже после смерти, ваша мама ушла в 2005 году, Да. правильно? И может быть до этого было, или уже после ваши работы были вместе соединены? Нет, или... нет. То есть это точно, Соединение это первое. Для нас это очень большая В галерее честь. Амельченко это да? первый Для такой нас это очень эксперимент. большая честь. Ваша мама в первую очередь была иллюстратором книг, она проиллюстрировала более Много, 70 да. книг разных авторов, и русских, и зарубежных. Да. Данный ряд работ – это не только иллюстрации, тут есть и станковые работы, которые сделаны в последние 10 лет. Вот, а из иллюстраций вот симпатичные 2 вещи, которые мы видим, иллюстрации к Лакснесу. Исландский писатель, который… Это иллюстрация сделана… Да, иллюстрации к произведениям Лакснеса. Дальше идут в основном станковые работы. Дело в том, что в 90-х годах иллюстрирование как факт, оно стало так сказать, сокращаться, и все меньше и меньше книг стало выходить с иллюстрациями. Потому что 90-е годы были сложные, все экономили. Дорого было. Было дорого печатать иллюстрации. Вот то, что мы видим дальше, это станковые работы, сделанные в последний период жизни. Вот. Но мы их выставили потому, что, несмотря на тот факт, что иллюстрирование как бы свернулось, вот мама приобрела какую-то свободу и время для того, чтобы выразить какие-то свои мысли и идеи. Вот, например, в 90-х годах ее волновали люди, которые много оказалось бедных, каких-то на улице бездомных людей, каких-то бомжей. И, в общем, на эту тему После распада. есть работы. Вот работа с руками называется «Страх». Какой-то вот человек, который потерял точку опоры, и вот такой, в общем, персонаж печальный. Ну а вот интересно, Да. вот такая рыба, ну нельзя ее, я не знаю, что это. Ну, наверное, Земной шар поглотить. то есть вот сопоставление, наверное, природы и городской среды. И тоже в этом есть много грусти в этом. Владимир Ильич Толстой, я очень рад вас видеть. Последний раз, друзья, вы помните наш выпуск из Нижнего Новгорода, можете посмотреть здесь по ссылке. Да, проект инноваций. И вот сегодня, в конце ноября, Владимир пришел к нам в Амельченко Gallery на открытие выставки Натальи и Татьяны Толстых. Мы очень рады, для нас это большая честь. Очень благодарен всем, кто помог организовать эту выставку, потому что
во-первых, она получилась замечательной, во-вторых, даже для меня неожиданной, хотя я знал и работы Татьяны Владимировны, и, конечно, своей любимой сестры Наташи, но вот их такое как бы взаимопроникновение, их такое гармоничное сочетание в пространстве галереи на меня произвело впечатление как бы открытия нового, смешения жанров. Да, графика и коллажный стиль, очень интересно. В общем, это совершенно не противоречит друг другу, не выбивается из какой-то цельной такой единой композиции, которую удалось создать. Владимир, а вот небольшой инсайт какой-нибудь из детства. Все-таки Наталья всегда была предрасположена к живописи? Наташа очень рано определила свой жизненный путь. Это, в общем, было, я думаю, что предопределено тем, что оба родители были художниками. Да, то есть мама и отец были примером. Отец были примером, и она для себя, видимо, не видела другой даже какой-то. Хотя в своей живописной манере и вообще в своем творчестве Наталья Олеговна пошла самостоятельным путем. Она не копировала ни маму, ни отца, она искала свою дорогу. Песок, привезенный из Сахары, да. И другие вещи. Да. И, в общем, может быть, даже она в какой-то степени отталкивалась от родителей, как бы, именно в поисках своей дороги. Своего стиля. А что вот, но тут на контрасте я, собственно, рядом с мамиными работами выставляю свои работы. Да. Вся серия называется «Разговор с самим собой». Воспоминания о чем-то, или о людях, или о природе, или о доме, или о человеке. Но все это превращено в такие скупые знаки. Вот, собственно, что, так сказать, такая скупость решения в маминых работах. Я поняла, что вот тоже аскетичное решение мне близко, и я хочу в этом направлении действовать, но мои работы, они уже превращаются в знак, в некий знак, отрываясь от, даже, может быть, от предмета. Иногда люди не понимают, что это. Да, но в целом это можно расшифровать. Но, как известно, в современном искусстве, если люди не понимают, что это, значит, это очень хорошее искусство. Вы переходите к живописи, а затем после живописи вы переходите в коллажную. Я как-то совмещаю живопись, графику вот на данный момент, и какие-то объекты я делаю. И в частности, вот рядом есть объект. В основном объект построен на том, что я использую пуговицы на неких таких вот проволочках. Вот был период увлечения пуговицами. Это типа таких, на которых тут есть и старые. Нет, это прям такие. Нет, проволочка это специально вдета и специально каждая пуговица нанизана. Просто у меня была коллекция пуговиц, и я поняла, что это великолепный материал тоже для творчества. Ведь каждая пуговица, она была где-то пришита, или ее держал человек. И, то есть разные люди держали эти пуговицы. Одна из моих любимых работ посвящается Набокову, так она называется. Тут я поступила очень, так сказать, нехорошо. Я купила конструктор своему внуку, и потом подумала, что он мне, конструктор, очень нужен самой. И вот эти вот, да, деревянный, да. Короче говоря, и какое-то было сразу сопоставление вот этих кусочков крашеного дерева с текстами почему-то Набокова, потому что они разлетаются, вот эти кусочки на холсте, как какие-то бабочки, может быть. И все-таки слова и текст Набокова тоже состоит из каких-то лучезарных сочетаний слов. И вот это переплетение еще вот веревкой, мне кажется, что оно ассоциативно связано с набоковскими текстами. В вашем творчестве всегда присутствует отсылка к великим русским писателям, да? Хочется, чтобы та работа, которая была сделана всеми организаторами этой выставки, она осталась в глазах и в душе каждого из нас. Спасибо еще раз большое.
предприниматель из Гонконга средней руки. 5-6 миллионов долларов, светлый офис, в пентхаусе, так сказать, двойные стекла и все такое. И что? Чем вам украсить стену, как не этим? Это должно висеть в центре. И когда люди к вам приходят на все эти дурацкие совещания, которые теперь называются английскими словами, ну как бы им так ненавязчиво говоришь, да, это, кстати, песок из пустыни Сахара. Сверху. И сразу другое отношение, Абсолютно. мне кажется. Вот тут же В просто. этом и, так сказать, изюмина современного Весь смысл. искусства. Да, выставка шикарная. Это шикарное сочетание многолетней работы иллюстратора Татьяны Владимировны Толстой и многолетней работы ее дочери в современном искусстве. Одно с другим, вот этот вот общий язык, он как бы сложился в эту замечательную выставку. Прекрасно. Причем язык, который еще надо изучить. Да, это язык, который требует вдумчивого изучения. Вот, но тут как раз видно наше соединение. Да, здесь оно Активно очень отчетливо. видно. Очень интересно, что когда было открытие, ваша семья, ваши братья и сестры Да. говорили о том, что они удивлены, насколько, оказывается, вы с мамой, вот когда вы появились в одном пространстве, насколько лаконично. Что насколько, мы соединяемся. Да, насколько, что вы соединяетесь. Потому что в целом мы абсолютно разные художники в том отношении, что мама фигуративный художник, а я как бы себя считаю, Абстракционист. ну это знаковый минимализм. Знаковый минимализм. Потому что все-таки это не чистая абстракция, это образ, зашифрованный в знак, тяготеющий к абстракции. Вот так можно сказать, да. Вот поэтому очень разные. Мы это всё-таки. выделим обязательно, Да. эту фразу. У мамы мы видим тут фигуры и, так сказать, посвященные Кобе Абе, Расскажите. прозе. Кобе Кобе Абе Абе – это автор японский. Ага. Вот у него есть известное произведение, там «Человек-ящик» и другие рассказы. С этой стороны работы, посвященные поэзии Маяковского. Отцом двух волн мало, эй, это кутерьма, блестит, во что попало. Вот. И, собственно, если посмотреть, ведь Маяковский тоже был художником, не только поэтом. Работа раннего Маяковского, тут можно увидеть какую-то перекличку, вот когда у него были какие-то... Честно Это говоря, вот сюжет. поскольку я не поклонник Маяковского, я конкретно вот, по-моему, это «Облако в штанах», вот это произведение, иллюстрация. Необычная работа вот тут. И, собственно, его боль, и его сердце горящее, и вот какая-то его душа, Глаз в виде сердца. душа, которая была неравнодушна ко всему. И одиночество. Вот это такая многогранная работа, которая Переживания. мне очень близка. Легендарная работа. Да. Легендарная. Ну, У нее очень интересная история. Друзья, внимание. Но тут много Самый составляющих. главный элемент, как я, насколько Да, я это знаю. песок из пустыни, Сахара. Да. Вот. Это не тривиально, я вам скажу честно. Поэтому очень хочется поподробнее узнать, как песок из пустыни Сахары оказался на вашем холсте. Но дело в том, что когда я вообще люблю путешествовать, и когда я что-то вижу, то, что меня очень удивляет, и то, что можно использовать в картине или объекте, взять я с собой. стараюсь хотя бы кусочек этого, то ли, может быть, небольшой камень, или проволока, или какая-то, ну, буквально ерунда, ну, предположим, она меня привлекла, я стараюсь привезти с собой. Тут меня поразила пустыня своим песком, который бесконечно, он какой-то светящийся изнутри материал. Так, по порядку. Тонкий. Это какой год? В каком году вы поехали в пустыню Вы знаете, Сахара? я уже не хочу помню, это ну знать. лет 7 назад, наверное. Лет 7 назад Давно. Вы едете в пустыню Сахару, еду, да. ища какое-то вдохновение. Потому Да. что пустыня Сахара Вот так я, в это общем, не самое популярное туристическое полюбовалась, место, но да? потом меня, так сказать, осенило, что хотя бы немножко этого песка нужно взять, потому что в смеси с краской песок дает фактуру определенную. Песок русский, он тоже неплох, но он очень крупный относительно песка, который я там увидела. Ага. Поэтому я 3 килограмма песка, может быть, это 3 килограмма песка, то есть за багаж вы доплачивали? доплачу.
меня был мешочек. Вот, и я привезла, не зная, что будет дальше. А скорпиона какого-нибудь прихватили с собой? Может, Нет, ему скорпион, через он не является чем-то интересным. Его нельзя смешать с краской. Да, Вот, ну, хорошо. собственно, это какая-то получилась фактура с серой и серебряной краской, которая, может быть, и, собственно, предполагает, что наш космос, он бесконечен, и время бесконечно. То есть вот эта бесконечность песка, наверное, она перетекает в бесконечность нашего пространства. Друзья, а теперь вопрос к Наталье Олеговне и к вам всем. Что это за деталь? Я не знаю, Вы как у вас имеете в в виду детстве, во металл? дворе, А. Вот этот металл в виде буквы Е я находил везде, и никто никогда не знал, что это и вообще какая цель. Мне кажется, должна быть. это фрагмент Скажите, что это? трансформатора. Фрагмент трансформатора. Да, да. Друзья, пишите ваши варианты в комментариях, может быть, будут еще какие-то варианты. Вот, но тут есть еще любопытная деталь, это моя подпись. А, это ваша подпись. Да, я Толстая. подписываюсь буквой Т, но в строительном магазине год назад я увидела, что буква Т есть вот в металлической такой форме, и теперь я часто ее приклеиваю, потому что она очень четкая, и с дырочками, и какую-то деталь дополняющую. Но дальше можно перейти Вот напротив песка красный. снова красный. Фигура Красный геометрическая. объект, да, но тут скорее такое декоративное решение, нежели наполненное глубоким смыслом. Тут мне хотелось показать, может быть, фрагмент города, да, и использовать самые разные материалы. То есть это архитектурные элементы, которые изначально вот на красном нарисована такая форма темно-зеленая и дополняется такой строительной решеткой, сеткой, самая простая строительная сетка. И в какой-то момент я поняла, что уже что-то дальше рисовать уже не нужно, а нужно взять и нарезать кусочки ткани, которые бы заплетали эту, заплетали эту сетку. Но тут, собственно, именно контраст материалов, который кого-то привлекает, кого-то не привлекает. Ну, собственно, я тут получала удовольствие от сопоставления очень разных материалов. Если поговорить немножко о, снова вернуться Да. к графике вашей Давайте, мамы. да. Вообще, расскажите вот историю, как это работало в Советском Союзе. То есть она проиллюстрировала более 70 произведений Да. иностранных писателей, В российских основном и писателей, русских, и иностранных. Булгакова, Да. Льва Николаевича, Тургенева. Тургенева и так далее. Не было ли вообще вот у вашей мамы каких-то, может быть, препятствий со стороны советской власти в связи с фамилией, в связи с дворянским происхождением? В основном она работала через издательство «Прогресс» и издательство «Второй Радуга». И там были прекрасные, умные редакторы художественные. Это какие года примерно? Ну, мама начала работать там, наверное, в иллюстрировании с начала 70-х годов. Начало 70-х годов. Да. Это очень во многом зависит от художественного редактора. Вот он человек широких взглядов, тот человек, который принимает иллюстрацию художника. Или он человек узких взглядов. Вот маме повезло в этом отношении, поэтому у нее была полная свобода. Она делала, в общем, все, что она хотела, и это как-то было органично и для издательств, и для нее. То есть у нее был очень такой счастливый период. Ну, а я правильно понимаю, что Татьяна Владимировна Толстая, она взяла эту фамилию? Да, уже... это фамилия моего папы. Это фамилия вашего Да, папы? да. То есть она не прямой потомок Она Льва не Николаевича? прямой, она жена Толстого, Ага. да, Олега. Олега Толстого, Да. вашего отца. Моего папы. Ага. Хорошо. И вот тут уже, я так понимаю, именно вот эта графика, да, Ну, которая собственно, иллюстрировала. да, вот ей повезло Тут уже более детально. иллюстрировать произведение, мое любимое произведение Льва Николаевича «Детство, отрочество и юность». Детство, отрочество. Да. юность, да. Хотя эта книжка была напечатана почему-то на арабском языке. В Советском Союзе? В Советском Союзе для арабских стран. Наверное, для того, чтобы люди
в этих арабских странах знакомились с нашей классикой. Есть работа с левой стороны молодой. Собственно, Лев Николаевич же писал о себе, значит, это маленький Лев Николаевич, у которого был гувернер месье Жером. И, собственно, уже в книге месье Жером, а у Льва Николаевича он был по-другому, его звали, но тем не менее один и тот же человек, и его Лев Николаевич не любил. И вот мама осмелилась нарисовать из него даже чертика, мама сделала. Ну, для иллюстрации того времени это было смелое такое решение. Смелое решение, да. Мне кажется, что я никогда не видела сочетание вот двух толстых, Татьяны и об этом и же Натальи. сказал Владимир Ильич. Да, ну видите, то есть вы хотите, чтобы я что-то другое сказала. Да, и мне очень нравится это, потому что, с одной стороны, это два разных поколения художников. Конечно. И в прямом смысле слова, что вот это все писалось, многие вещи, наверное, в 70-е, 80-е годы. Наташа показывает работы Более раннего, да, позднего уже периода, этого этого века. Вот, но с другой стороны, я вот вижу впервые такую преемственность, довольно прямую, вот действительно как от мамы к дочери, только Наташа, ну, наверное, как и все искусство этого времени, уходит от фигуративных каких-то вещей и перемещает, но какие-то линии, какие-то решения. Коллажную технику, да, Но вот какие-то линии решения, какие-то композиционные вещи, вот мне кажется, что можно проследить это родство. А вот вам в вашем детстве, может быть, когда вы росли, как относилось ваше окружение, маленькие дети, например, в школе? В школе что-то смеялись, что у меня нос широкий или уши большие, похожие. Это были насмешки. А вот именно каких-то вот связанных, опять же, с вашими корнями, было какое-то давление, и вы ответственность ощущали или спокойно относились? Давления никакого не было. Ответственность у меня возникла не сразу, наверное, после рождения моего ребенка. Вот я стала какой-то более серьезной и более ответственной. Ну, а что можно сказать сейчас? Сейчас вот моя фамилия стала мне немного помогать в том отношении, что, например, я вот несколько раз была в Японии, и это благодаря тому, что японцы, они почитают Льва Николаевича Толстого. И все знают, что он гений, великий писатель. Мы в России не нуждаемся в психоанализе, у нас есть для этого мат. Павел Пепперштейн. Наша коллаборация с Art Flash. Совсем скоро поступят бомберы и подушки с фразами художников из моих выпусков. И вы уже на Новый год сможете заказать себе такие великолепные вещи. Наталья Олеговна, как сейчас живет ваша семья Толстых? У вас получается У нас больше 300 человек в разных странах. Вот Лев Николаевич, он огромное потомство имеет. Фантастика. В разных странах, потому что там после революции большинство, конечно, вынуждены были эмигрировать. И мало кто вернулся, собственно. Вернулся мой дедушка с семьей и его брат с семьей. Если бы они не вернулись из Сербии, в России бы не было Толстых. Вот. Но, собственно, вот тут есть фотографии, о которых можно что-то рассказать. Вот очень интересно, ваш семейный архив. Давайте вот прям по порядочку. Собственно, моя линия, она идет от Ильи Львовича. Это третий ребенок в семье Льва Николаевича Толстого. Очень похож И на Софьи отца, Андреевны Льва Толстой. Он в 16 году уехал в Америку читать лекции об отце. Началась революция, и ему не удалось вернуться, потому что все границы были закрыты. И он прожил и умер в Америке в 30-х годах. Он умер. Там его могила находится. Фантастическое сходство. В конце жизни он был очень похож на своего отца. Вот, и его пригласили в Голливуд. Он играл Толстого в каком-то американском фильме.
но потом был очень разочарован, потому что фильм оказался таким поверхностным, и он пожалел, что он там принимал участие. Вот. Эта фотография уже сын Ильи Львовича Владимир, Сын Ильи. внук Льва Сын Николаевича слева или справа? с бородой. Сын слева. Сын... Илья Львович, его сын, Владимир. Все, Владимир. Он получается, внук. Владимир Ильич. Да, он внук Толстого. Внук Толстого. На руках я маленькая у дедушки. Это мой дедушка. Наталья Олеговна. Кто бы знал, что вы будете песок из Сахары возить. Да. Прекрасно. И следующая фотография – это мой папа Олег Владимирович, уже правнук Льва Николаевича. Олег Владимирович Толстой, художник, о котором мы вначале говорили, Да, Олег- живописец. Олег Владимирович Да. Толстой. Да. Получается, У себя вот за городом. это отец вас и Правнук. И Петра И Олеговича, Петра правильно? Олеговича, да. Ага. Вот. Так. И Мамы у вас разные. мама у нас разные, да. Ага. Но в конце Зритель. нашего разговора мне хотелось бы вспомнить одно высказывание Льва Николаевича Толстого, которое, мне кажется, очень актуальным и заинтересует многих людей, об искусстве. Сам Толстой, он признавал реалистическое фигуративное искусство, он любил произведения Репина, Николая Ге, но в одном из дневников Толстой пишет, что искусство будущего должно обладать совершенно другим языком. В связи с этим у нас для вас задание. Лев Николаевич, можно сказать, предрек, сказав о том, что в одном из своих дневников, что искусство будущего будет обладать другим языком. И так и есть. Мы видим современное искусство, какое оно есть сейчас. И у нас к вам вопрос. Пишите в комментариях, каким языком будет обладать искусство будущего, начиная от сегодняшнего дня, от нашего момента. Самые интересные идеи и мысли. Какой отрезок времени возьмем? Минимум 20 лет. 20 лет. Это минимум. 20, а можно и дальше. И самые интересные, нетривиальные идеи мы не узнаем, кто прав, уже через 20-30 лет. Да, Но наверное. каталог разыграем раньше для вас. Поэтому вот пишите ваши идеи. Самое интересное, мы здесь в Амельченко Gallery вместе с Натальей Толстой подарим вам этот каталог. Наталья Олеговна, подпишите? Да, пожалуйста. Мгм. И, конечно, самое главное, все работы, которые вы увидели в этом выпуске Татьяны Владимировны Толстой, Натальи Толстой, доступны для приобретения. По всем вопросам приобретения пишите мне в директ или приходите к нам в галерею. Мы всегда будем рады новым коллекционерам. Наталья Олеговна, спасибо вам огромное за интервью, за это приключение, за эту выставку, за творчество, великолепный талант вас, вашей мамы и вообще вашей великой родословной для всей русской культуры в целом и мировой. Ну, Для спасибо вам тоже, конечно. Мне интересно, как молодые люди реагируют на то, что я делаю, и то, что делала моя мама. Для меня это очень, так сказать, интересно и важно, какие будут мнения о нашем разговоре. Да, теперь мы это сможем увидеть. Спасибо. Ну что, друзья, подписывайтесь на Арт-Патруль, Спасибо. любите искусство, изучайте русскую историю и традиции и будьте счастливы.